Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео мы решаем очередную проблему со стиральной машинкой Samsung, именно ошибка 3E. В зависимости от модели вашей стиральной машины может быть ошибка 3C, EA или 8E. На моей стиральной машине эта проблема скорее всего связана с двигателем. Именно с обмотками двигателя, с щеткой или с датчиком холла. Как видим, при попытке включить стиральную машину, замок включается, о чем сигнализирует эта лампочка, и никакой реакции не происходит. Может набираться вода, и после этого выдает ошибку 3E. Больше никаких внешних признаков проблемы нет. У меня эта стиральная машина уже работает около 7 лет, и я успел за это время поменять 6 комплектов щеток на двигателе. И я думаю, сейчас проблема в том же. Щетки двигателя стираются до 1 сантиметра примерно. И стиральная машина начинает не работать. Здесь виден подгар в месте контакта с ламелями якоря. Это говорит о плохом контакте. Для того, чтобы добраться до двигателя этой стиральной машины, необходимо в первую очередь нажать отжим, если машинка набрала воду, затем отключить электропитание, а также подачу воды и канализацию. Я выбираю режим отжим, отключаем электропитание. Отодвигаем стиральную машину от стены и отключаем воду и канализацию. Шланг канализации можно просто вынуть из системы центральной канализации, перекрыть шланг подачи воды, и открутить шланг подачи воды. После этого подкладываем что-нибудь мягкое на пол и ложим стиральную машинку на правый бок. Теперь крестообразной отверткой откручиваем заднюю крышку машинки. И просто отсоединяем ее вниз. Теперь снизу откручиваем защитную крышку из мягкого пластика. И выдвигаем ее из своего места. После этого отсоединяем клемму питания двигателя. Просто потяну на себя, отсоединив слегка фиксатор. И слегка прокручивая, снимаем ремень привода барабана со шкива. Теперь, используя ключ на 10, откручиваем 2 болта крепления двигателя к барабану. Здесь такие 2 болта шурупа, они легко откручиваются. И теперь аккуратно тянем двигатель на себя и вынимаем его из машинки. Вот двигатель снят, теперь необходимо его разобрать и разобраться, в чем проблема. Осталось снять щетки и проверить их состояние. Для этого откручиваем крестообразной отверткой с двух сторон 2 болта. И снимаем щетку. Как видим, эта щетка еще в нормальном состоянии. И откручиваем вторую щетку. Как видим, эта щетка уже стерлась и уже даже не выдвигается. Почему стирается полная щетка с одной стороны и половина щетки с другой, я не знаю. Уже меняю 5-й комплект, и такая же ситуация. Если вы знаете ответ на этот вопрос, напишите в своих комментариях. Вот я снял обе щетки. Как видим, одна щетка стерта наполовину, вторая полностью. На одной щетке срез блестящий, на второй черный подгоревший. Значит, она не контачила. После этого необходимо с помощью компрессора или пылесоса
продуть весь двигатель, чтобы выдуть весь графит, который остался от щетки. После этого необходимо с помощью самой мелкой наждачной бумаги почистить ламели якоря двигателя. Для этого подносим кусочек наждачной бумаги к якорю, к ламелям, и начинаем проворачивать якорь. Вот видно, что ламели стали блестящими и слегка отполированными. На них уже почти не видно царапин. Теперь во избежание межвиткового замыкания на ламелях якоря берем тоненькую иголку и прочищаем графит, который остался между ламелями. Аккуратно прочищаем каждую ямку между ламелями. После такой чистки якорь и ламели необходимо опять продуть с помощью пылесоса или компрессором. Теперь необходимо разобрать щетку. Для этого снимаем пластмассовый защитный корпус. Как видим, щетка находится в своем корпусе бронзовом. Можно купить такую в сборе новую, а можно купить отдельно и припаять в этот корпус. Она будет дешевле. Марка щеток здесь 03, 06, H1513. У меня эта щетка не новая, осталась с прошлой замены, поэтому я ее поставлю в двигатель, и когда она сотрется, заменю две в сборе. После этого отпаиваем крепеж старой щетки, который находится здесь. Главное не перепутать срез на щетке. Он должен так же само затем разместиться в своей щетке. Вот видно, что два среза находятся рядом. Запоминаем это расположение. И отпаиваем паяльником старую щетку. Здесь находится внутри пружинка. Необходимо запомнить, как она располагалась внутри держателя. Меньший диаметр идет к месту пайки и больший к щетке. Зачищаем надфилем место пайки. Залужим его оловом. Вставляем на место пружинку, щетка-держатель. Внутрь заводим проводок. И припаиваем. Олово застыло, и вот получилась такая симпатичная щетка. После этого вставляем щетку в свой корпус. Вот щетка собрана и готова к установке в двигатель. Здесь ошибиться тяжело, потому что есть два выступа на корпусе щетки, а на двигателе есть два отверстия. Единственное, необходимо, чтобы срез щетки плотно прилегал к якорю. Слегка поджимаем щетку и заводим ее на свое место. Вот так она фиксируется. Осталось закрутить два болта и подключить питание. И подключаем провод питания. Здесь тоже их не перепутаешь, потому что один короче провод, другой длиннее. До щелчка. И приступим к другой щетке. И подключаем питание. Вот работа по замене щеток закончена, и можно ставить двигатель в стиральную машину. Фиксируем двигатель на своем месте. Надеваем его на направляющее и хорошо поджимаем. Прикручиваем двумя болтами-саморезами.
подсоединяем разъем электропитания. Теперь необходимо установить на место ремень вала барабана. Для этого, как на велосипеде, сначала одеваем ремень на шкив двигателя и одеваем на вал барабана, слегка прокручиваем до его натяжения. Нужно, чтобы он был строго по центру вала барабана. Прикручиваем на место заднюю крышку стиральной машины. И нижнюю пластиковую защитную крышку. И можно ставить на место стиральную машину. Подключаем шланги водоснабжения и канализации. Подключаем электропитание и можно испытывать машинку. Запускаем. Пошло наполнение стиральной машины водой. И барабан начал вертеться. Если у вас новые щетки, то в первую очередь необходимо сделать маленькие обороты, дать им поработать около часа и после этого давать полную нагрузку. Это нужно для того, чтобы щетки хорошо притерлись и не нагревались при переменном сопротивлении. Вы были на канале Деломастера Боится. Смотри видео о том, что делать, если ваша стиральная машина выдает ошибку 3Е. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!